В названии сегодняшнего видео написано «в конце лета». Хотя на самом деле смотреть вы его будете в начале сентября. Ну так получилось. Но это, собственно говоря, не так важно. Эти несколько дней особой роли не играют. Дело в том, что именно в этот период, вот в конце лета, в начале осени, инжир начинает активно плодоносить. И, конечно, это зависит от климата, где-то теплее, где-то холодней. Это зависит от сорта. Есть ранние сорта, есть поздние сорта. Вот у меня за спиной инжир, скажем так, не очень удачный для этих мест. Дело в том, что это какой-то поздний сорт. Первые фиги начинают созревать где-то в первой декаде октября. Но в этой местности уже в середине октября становится прохладно и постоянно начинают идти дожди. То есть те фиги, которые в принципе завязались и еще могли бы успеть вызреть в октябре, они лопаются от избытка влаги, они начинают плесневеть. В общем, из всего того, что завязалось, съесть удается, в общем-то, очень мало. Поэтому вот сейчас у нас стоит важная задача. Нам нужно помочь своим инжирам, чтобы вот все то, что завязалось, успело вызреть, чтобы мы съели как можно больше вот этих вкусных фиг. Первое, что хочу сказать. Когда будете сейчас проводить вот эти все операции с инжиром, помните о том, что вот этот млечный сок, который выделяется при повреждении веток, листьев, у некоторых людей, не у всех, у некоторых, вызывает аллергическую реакцию на коже. Поэтому, когда будете работать с инжиром, обязательно одевайте одежду с длинным рукавом, одевайте перчатки. Хотя у меня такой, вроде бы, аллергии нет, но тем не менее я вот оделся соответствующим образом. Итак, несколько важных операций будем делать. Первая операция. Обрываем листья. Но обрываем листья не все. Я когда-то рассказывал уже об этом. 3 года назад я начал это делать. Ну, в общем-то, вопрос спорный. Некоторые говорят, надо это делать, некоторые говорят, не надо. Но 3 года я это делаю с инжиром. И, в принципе, все 3 года я доволен. Мне кажется, я надеюсь, я убеждаю себя, что, в общем-то, результат есть. Дело в том, что когда мы оборвем листья, солнце будет по максимуму попадать на плоды. Они будут лучше вызревать, быстрее вызревать. Ну и, соответственно, у нас есть шанс съесть большую часть этого будущего урожая. Но обрываем мы не все листья, обрываем нижние листья, оставляя на каждой плодоносящей ветке штук 8-10. За дело. Почему нельзя удалить все листья? Помним о том, что листья – это часть питания растения, поэтому оставляем те, что на верхушке. Их вполне хватит для того, чтобы обеспечивать нужными веществами вот эти будущие вызревшие фиги. Отламываются легко, не нужно никакого секатора. Просто резким движением вниз. Еще одним несомненным преимуществом обрывания листьев является то, что вы видите весь свой урожай. И ни одна фига созревшая не спрячется где-то в листьях и не пропадет даром. Вы обязательно увидите и съедите. Итак, первый этап мы сделали, листья нижние оборвали. Теперь второй этап. Удалите все ненужные вам побеги. Что это значит? Корневая поросль, которая забирает силы, но которая никоим образом на будущий урожай не влияет, не помогает ему. Корневая поросль, побеги пустые без фиг, побеги, которые растут внутрь кроны. Удаляйте их. Но если вы считаете, что какой-то побег вам нужен на будущее, естественно, его оставляйте. Например, вы хотите омолодить куст, поэтому оставляйте какой-то 1, 2, 3, сколько вам нужно корневых побегов, а потом со временем осенью вы старые ветви удалите, а эти молодые будут развиваться дальше. В общем, подходите к этому творчески, думайте о будущем растения вашего и о своих будущих урожаях. Ну вот, например, прекрасные ветки, но они растут куда-то вверх, и собирать с них урожай в будущем году будет очень сложно. Поэтому я их удаляю. Можно их просто укоротить. Например, вот так. Разовьются боковые почки, и расти они будут вот так в стороны. В принципе, будет удобно.
Так, немножко расчистили наш инжир от листьев, от ненужных побегов. Что еще можно сделать? Можно поудалять вот эту мелкую зависть, которая только-только образовалась, у которой уже нет никаких шансов, что она успеет вызреть. Поэтому можете их выломать. А вот эти крупненькие, по идее, должны нормально успеть вызреть. Не жадничайте. Чем больше удалите, тем крупней, вкусней и более спелыми будут вот эти оставленные. Ну вот, свой инжир я расчистил, теперь весь урожай на виду. Как вы поняли, суть этих операций удалить все, что будет мешать вызреванию вот этого будущего урожая. Надеюсь, осень будет теплая, долгая, и большая часть из этих оставленных фиг успешно вызреет. Ну и в конце сегодняшнего видео позвольте еще пару замечаний. Вот у нас в результате сегодняшней работы образовалась гора листьев и гора обрезанных веток. Что с ними делать? Напомню, что даже сейчас, в конце лета, в начале осени, вы можете эти обрезанные ветки порезать на черенки и поставить укореняться. Я, правда, предпочитаю делать это в конце зимы, потому что вот эти весенние укорененные черенки я уже в мае могу высаживать в открытый грунт. Но можно сделать это и сейчас, укоренять, поставить. Правда, у вас возникнет проблема, что с ними делать зимой, где они будут зимовать. Поэтому решайте сами. Ну, а листья вы можете заваривать и пить в качестве такого своеобразного инжирного чая. Отрезайте вот эти черешки, сам лист режете мелко, заливайте кипятком, даете ему несколько минут настояться и получаете такой терпковатый, но при этом с очень ярко выраженным инжирным вкусом напиток. Я понимаю, я знаю, что листья инжира лучше ферментировать, так их можно сохранять долго и заваривать чай круглый год, но можно заваривать их и свежими. Ну вот, у меня на сегодня все. Я сделал все, что мог. Надеюсь на природу. Надеюсь, что осень будет теплая и продолжительная. И вот этот весь оставленный будущий урожай весь вызреет. Спасибо, что смотрели. Увидимся.